Приветствую вас, меня зовут Анна Куцеволова. Сегодня я расскажу о колористике. Мы будем опираться на пигменты фирмы Брови, наши пигменты, и я расскажу в целом о том, кому они подходят, как подбирать нужный цвет под цветотип клиента и, соответственно, в чем заключается особенность наличия меланина в коже, на что он влияет и как нужно учитывать вот эти все моменты в работе мастеру перманентного макияжа для того, чтобы прогнозировать цвет через месяц, через 2, через полгода, через год и так далее. То есть как работать так, чтобы цвет был всегда хороший, правильный, нужного оттенка. Начнем с того, что колористика в таком обычном представлении всех мастеров — это круг Итона, вот он у меня сейчас здесь, и все. На этом все заканчивается. И как правильно подобрать пигменты под цветотип внешности, по факту. Никто из мастеров не задумывается, что колористика — это, по сути, самые главные такие моменты. Это химия, физика и биология. Такие вот науки, которые никак не связаны с искусством, с макияжем, с вообще красками в целом. То есть в первую очередь мы вносим пигмент под кожу, мы имплантируем пигмент в организм человека. Это самый важный момент, который вы должны понимать. И вот самое главное, конечно же, знать, что мы имплантируем, какого это цвета, да? Но немаловажно понимать, как мы это имплантируем и как это потом все заживает и ведет себя спустя время. Для чего же, собственно, тогда нужен круг Итона? В первую очередь для того, чтобы мастера просто понимали, какие цвета взаимодополнительные, то есть комплементарные, да, их еще называют, и как можно нейтрализовать тот или иной оттенок, и как, собственно, вообще получить коричневый. Вообще, в принципе, коричневый можно получить большим количеством способов, но самое основное — это синий, красный, желтый, мы смешиваем, получаем коричневый в равных пропорциях. В перманентном макияже это несколько иначе. В перманентном макияже, конкретно для бровей, мы используем черный, желтый, красный и еще белый. Диоксид титана тоже используется. То есть тут уже немножко меняется колористика, и все, нам круг Итона по факту уже не нужен, потому что он нам ничем не поможет. Для чего же он тогда нужен вообще в колористике? Для того, чтобы понять, как перекрывать негативные оттенки, то есть что вам делать на коррекцию. Допустим, вы сделали брови, они зажили слегка серым оттенком. Что нужно сделать для того, чтобы они получились нормальные? Мы смотрим на круг Итона, серый у нас примерно равно синий. То есть синий у нас здесь, получается, чертим прямую линию, можно даже вот так положить, вот. И что у нас получилось? Напротив у нас оранжевый. То есть мы берем оранжевый корректор и работаем им уже по серым бровям. Но в этом моменте все мастера должны понимать, что мы можем перекрыть далеко не каждый негативный оттенок. То есть для того, чтобы использовать корректор, мы должны иметь исходник воздушный, легкий, который просто имеет небольшой негативный оттенок, но при этом работа должна быть качественная. То есть у нее единственное неправильное, что в ней есть, это именно оттенок, не прям плотный цвет, то есть прям плотный какой-то синий, серый, фиолетовый мы перекрыть не можем, мы можем это только удалить. То есть не нужно это все перекрывать. Почему, собственно? Потому что пигмент в коже, он лежит неравномерно, то есть он расположен, все думают, что пигмент в коже расположен примерно вот как здесь, ровной такой полосочкой под базальной мембраной в верхнем слое дермы. Это неправильно, потому что мы вносим пигмент достаточно хаотично, где-то его остается больше, где-то меньше, где-то макрофаги его переварили сильнее, где-то он прям остался, потому что частицы были крупнее, так как все пигменты еще и разного размера частиц. Пигмент лежит в коже хаотично в дерме, кто-то какой-то глубже, какой-то более поверхностно, именно в верхнем слое дермы лежит. И когда вы начинаете плотную работу, в которой пигмент лежит хаотично, перекрывать оранжевым корректором, вы его как бы сверху накладываете, но внутри у вас все остается так же точно хаотично. И это абсолютно не имеет смысла. Пройдет 1-2 месяца, и ваша работа снова станет такой же синей, серой или фиолетовой, как и была до этого. Поэтому все плотные работы, которые выполнены некачественно, мы должны именно удалять, применять лазерное удаление, либо удаление ремуверами на выбор уже мастера, который владеет этими способами удаления. Что еще нужно понимать в перекрытиях? То есть давайте резюме подведем. Мы перекрываем только очень легкие воздушные брови, полупрозрачные, которые имеют негативный оттенок. Мы делаем это с помощью круга Итона.
ищем этот негативный оттенок в круге и, соответственно, берем корректор, который нам нужен. Если у нас красноватые брови, мы берем зеленый корректор, оливковый. Если у нас фиолетовые, сиреневые брови, мы берем желтый корректор, либо желто-оранжевый. Если у нас серые, либо голубые брови, мы берем оранжевый корректор. Все просто. Бывает также смешанный цвет бровей, то есть он вроде как и немножко голубой, и вроде как немножко фиолетовый, что-то среднее. Тогда мы можем взять два корректора, оранжевый и желтый, также точно смешать их один к одному и получить желто-оранжевый корректор, и им уже перекрыть. Точно так же можно действовать с зелеными бровями. Бывают такие слегка легкие остатки, слегка заметные остатки зеленого татуажа, которые, допустим, бровей, у которых случилась инверсия цвета после лазера. И тогда мы берем красно-оранжевый корректор и перекрываем им. Вот. На этом, в принципе, с перекрытиями все. Я не буду заострять на этом внимание, потому что я вообще не фанат перекрытий. Я просто осветила эту тему, и все. И сейчас мы пойдем дальше и будем уже двигаться в прямо истинную колористику для мастеров перманентного макияжа. Потому что вот эта часть колористики, которую рассказывают все всегда на всех лекциях, она по факту мастерам нужна не сильно. То есть мастерам лучше научиться удалять эти все неправильные работы, чем учиться их корректировать. Вот, поэтому поехали дальше. Но вернемся к колористике, которая нам, собственно, поможет вообще в работе. Что такое колористика в перманентном макияже? Это совокупность таких наук, как я уже говорила, как физика, химия, биология. Химия — это все, что касается состава красок. Состав, из чего их делают, какие колоранты используют, какие косметические основы, органика, неорганика. Я думаю, что всем известны эти понятия. И о них сейчас очень много говорят, мы не будем вдаваться вот в химическую основу колористики и двинемся дальше. Физика. Физика — это то, что должен знать каждый мастер перманентного макияжа. В первую очередь это эффект Тиндаля, который всегда работает при перманентном макияже. Что такое эффект Тиндаля? Это измененное свойство цвета, то есть мы воспринимаем цвет как цвет, но на самом деле это световая волна. И при неоднородной среде наш глаз воспринимает длину волны другую. Ну, то есть все цвета имеют разные длины волн. Теплые волны, красные, оранжевые — это длинные самые. Короткие волны — это фиолетовые, вот они самые маленькие. При эффекте Тиндаля мы видим все предметы в коротких волнах, то есть при неоднородном воздухе, неоднородной пространстве, то есть это слегка прозрачная кожа, это туман, это пелена дождя такого легкого. Мы все предметы видим в голубом, фиолетовом оттенке. Вы можете сами это проверить, просто посмотрев во время тумана там, на какие-нибудь дали, в лесу, также в горах мы видим все предметы, которые на отдалении в голубом цвете, голубой, сиреневый, то есть все короткие волны, которые у нас находятся вот с этой стороны, не длинные. И даже если этот цвет зеленый, допустим, это средняя волна, то он выглядит голубым. И то же самое у нас происходит с кожей, то есть кожа — это тоже неоднородная среда, полупрозрачная, то есть кожа у нас имеет прозрачные свойства, но она не полностью прозрачная, а наполовину примерно. Поэтому все цвета, которые мы вносим под кожу, искажаются. И чем сильнее, чем глубже мы погружаем пигмент, тем сильнее искажается цвет, потому что толщина кожи увеличивается. То есть чем дальше расстояние у нас объекта, да, на который мы смотрим, тем он выглядит холоднее. Точно так же и здесь. Чем глубже мы погрузили пигмент в кожу, тем он выглядит прохладнее. И, соответственно, это самое главное и первое правило, которое должен соблюдать мастер перманентного макияжа. Выносить пигмент максимально поверхностно, в верхний слой дермы. Ни в коем случае не в эпидермис. Итак, смотрите, вот эта кожа в разрезе. Здесь, в принципе, более-менее понятно, что и как. Вот это у нас слой эпидермиса, вот это базальная мембрана и вот это все дерма. Для того, чтобы правильно пигмент наш глаз воспринимал, правильный цвет, мы должны погружать пигмент под базальную мембрану. То есть вот сюда сразу, вот этот сосочковый слой, прям под него, и ни в коем случае, чтобы он не опускался ниже. Как только вы опустили пигмент вот сюда, сюда и сюда, брови будут казаться синими, фиолетовыми, смотря какого цвета больше в пигменте. То есть если этот пигмент холодный, в котором больше
именно черного цвета составляющего, то он будет казаться более синим. Если этот пигмент коричневый теплый, где основа более красная, то он будет казаться фиолетовым. Все просто, потому что чем сильнее красный опускается вниз, тем больше он дает фиолетовым оттенком. Поэтому соблюдайте глубину и запомните, что такое эффект Тиндаля и чем он вообще помогает мастерам. То есть нам нужно работать максимально поверхностно в слое под базальной мембраной сразу. Дальше немножко можно коснуться химии. Химия цвета, что такое? Это состав красок. Краски бывают органические и неорганические, минеральные. Это напрямую влияет на то, как они будут выглядеть через время в коже, потому что молекула у этих составляющих разные совершенно. Органические краски, они очень легкие и держатся на поверхности, но их сложно потом удалять. Неорганические, они очень тяжелые и опускаются в глубину. И плюс ко всему еще и окисляются, потому что это оксиды железа, и они окисляются под воздействием нашей кислой среды в организме и тоже становятся такими вот красновато-лососевыми. Наверняка вы встречали такие брови. Через время, через год, например, через 1,5 они уходят в такие оранжевато-красноватые оттенки. Это как раз-таки вот неорганические пигменты, минеральные, в которых есть оксид железа красный, который окисляется под воздействием кислой среды нашего организма. Как этого избежать? Это очень легко удалить, они очень легко удаляются лазером, но вот именно вот такое свойство есть у минералов. Также влияет еще сильно размер частиц краски на то, как они держатся в коже. Крупнодисперсные пигменты, у которых частица более крупная, вот допустим, как на этой картинке, они очень легко вносятся в кожу. Более мелкодисперсные, вот такие, например, они уже сложнее вносятся в кожу. А бывают еще частицы, сейчас делают такие продолговатые, как прямоугольник. Вот они и легко вносятся в кожу, и при этом они легче, чем вот такие крупные, не опускаются глубже в дерме и, соответственно, выглядят хорошо в носке. Но частицы бывают разные, независимо от того, органика это или минералы, поэтому нужно тоже понимать, что такое вообще органика, что такое минералы и как они отличаются. Мы сейчас так вкратце это все обсудили, но более подробный курс он займет как бы большее время, и пигментология — это на самом деле целая большая отдельная наука, которой нужно прям посвящать несколько дней в обучении. Поэтому вот так вот в рамках колористики, в принципе, это все, что вы должны знать о том, что органика и неорганика, чем они отличаются, что они более легкие, более тяжелые. Также нужно понимать, что органика, так как она очень легкая, она остается на поверхности, то есть она не опускается под своей тяжестью в глубину дермы. То есть если мы внесли органику вот сюда, то она здесь и останется. И со временем под воздействием ультрафиолета и под воздействием обновления нашего эпидермиса она постепенно будет отшелушиваться и уходить. Это с учетом того, что она внесена правильно, поверхностно и не слишком плотно. Если вы внесли ее плотно и заглубились, то очень сложно ее достать и лазером, и ремувером, чем угодно. Это гораздо сложнее удалить, чем минеральные пигменты. Вы должны это понимать, то есть в этом плане органика будет опаснее, чем минералы. Но при легкой, правильной работе она будет гораздо более эффективно служить, то есть брови будут носиться дольше, и этот пигмент, он будет уходить постепенно сам через верх, то есть не через лимфу, не через наш организм и лимфоузлы, а именно через верх под воздействием окружающей среды. То есть это солнце, да, выгорать пигмент будет и отшелушиваться с эпидермисом постепенно. Ну и, собственно, мы плавно перешли к биологии. Биология — это строение кожи, это наличие меланина в разных кожах, и вот это самый основной материал, который должен знать каждый мастер перманентного макияжа. Биология — это в первую очередь строение кожи, мы уже его немножко обсуждали. То есть у нас получается эпидермис, базальный слой, дерма, и дальше идет гиподерма, еще глубже. Гиподерма нас не интересует, дерма нас интересует только верхний его слой и эпидермис. Мы должны четко понимать, что если мы внесли пигмент в эпидермис, то через месяц его не останется. Почему? Потому что эпидермис обновляется каждый месяц. Если человек более взрослый, то он может чуть дольше обновляться. Ну, то есть 45 дней – это вот прям почти что максимум. Поэтому вы должны понимать, что если вы внесли краску в эпидермис,
то через месяц у вас ничего не останется. Поэтому для того, чтобы краска осталась в коже, нам нужно внести ее под эпидермис в самый верхний слой дермы, либо базальную мембрану. Как это сделать? Мы должны работать более легко на первой процедуре, чтобы не заглубиться, да, и посмотреть через месяц уже на коррекции, какой у нас остаток, и сделать анализ, проанализировать. Если остаток хороший, значит, мы работали в нужной глубине и продолжаем работать так же. Если остаток маленький, то нам нужно внести пигмент немножко глубже. Значит, вы поработали в эпидермисе, и пигмента не осталось. Дальше мы поговорим с вами о фагоцитозе. Что такое фагоцитоз? Это поглощение краски, которую мы вносим макрофагами, и переваривание этих частиц краски. Так происходит процесс каждой татуировки. То есть мы вносим пигмент в кожу, она воспаляется, приходят макрофаги, грубо говоря, да, вот пигмент наш, они поглощают этот пигмент и начинают его переваривать. Частично они где-то его переваривают и выводят из организма, а частично частица пигмента остается больше и остается в коже. И тут как раз-таки мы вспомним химию и вспомним разные частицы пигмента. То есть крупнодисперсный пигмент гораздо сложнее макрофагу переводить большие частицы, чем мелкодисперсный. Поэтому остаток при работе мелкодисперсным пигментом гораздо меньше за счет того, что наш организм просто чистит его, убирает из кожи вот этими вот как раз-таки нашими макрофагами. Чем чревато это все, вот этот весь процесс? Он естественный, как бы его никак не изменить, да, и чем поверхностнее мы вносим пигмент в кожу, вот если мы прям под базальную мембрану вносим, то эти макрофаги, они меньше, грубо говоря, нападают на эту краску, потому что они защищают именно дерму, и чем глубже мы погружаем в дерму, тем больше они начинают переваривать, потому что им нужно очищать ее от частиц, которые нам не нужны. То есть это какой-то мусор, который нужно вывести из организма. И как раз-таки, когда вы вносите пигмент глубоко, этот макрофаг его поглощает, и вокруг него вокруг частицы пигмента образовывается фиброзная ткань. И вот эта фиброзная ткань тоже очень сильно меняет оттенок, потому что она плотная, светлая, и тут мы вспоминаем физику, эффект Тиндаля, и понимаем, что тогда пигмент будет выглядеть еще более голубым. То есть он находится на глубине, покрыт фиброзной тканью, и плюс еще сквозь толщину кожи искажается длина волны. И поэтому коричневый цвет мы уже видим как голубой, как синий и так далее. Поэтому вот когда мы глубоко вносим пигмент, вокруг частиц образуется фиброзная ткань. Это очень плохо, поэтому нужно работать поверхностно, чтобы фиброзной ткани не было и чтобы максимально большое количество пигмента оставалось. Ну и мы плавно подошли к самому главному, это меланин. Меланин находится, чтобы вы понимали, в зоне эпидермиса. Вот эта зона эпидермиса, и вот как раз-таки наличие эпидермиса, он бывает двух видов, говорит нам о цвете кожи. То есть на цвет кожи напрямую влияет наличие меланина в ней. И так как меланин находится в эпидермисе, а как мы уже выяснили до этого, мы вносим краску именно под эпидермис, уже в верхние слои дермы, мы должны понимать, что это очень важный такой момент. Когда цвет эпидермиса меняется, то и меняется цвет, который мы видим именно пигмента сквозь него, потому что если мы возьмем разного цвета пленку, например, пленка зеленого цвета и пленка красного цвета, полупрозрачная, и наложим ее на один цвет, мы будем видеть его по-разному, потому что именно оттенок вот этой пленки, а пленка это и есть наш эпидермис, он изменен. Вот. Ну и что такое, собственно, меланин? Меланин – это природный пигмент кожи. Он бывает двух типов – эомеланин и феомеланин. Эомеланин бывает черного и коричневого цвета, феомеланин – красного и желтого. Это очень важная информация, ее нужно запомнить. Еще одна важная информация – феомеланин в коже не меняется, его количество. То есть сколько его есть при рождении, столько же его и остается. А вот эомеланин меняется под воздействием ультрафиолета. То есть когда вы загораете, эомеланина в коже появляется больше для защиты нашего организма от солнечных лучей ультрафиолетовых. Ну и, собственно, что влияет на цвет кожи человека. То есть мы все разного цвета. Кто-то более желтый, кто-то более красный, кто-то более оранжевый, кто-то медный, кто-то черный, кто-то белый, кто-то с голубым оттенком, а кто-то с веснушками, да? И вот разный этот цвет кожи как раз-таки
на него влияет меланин и еще некоторые факторы. Из этих факторов это каротин, это оранжевый пигмент, и гемоглобин, это красный цвет, который тоже присутствует и меняет немножко оттенок. Но самое главное, что мы должны понимать, это, конечно же, меланин влияет в первую очередь на оттенок кожи. Чем больше в коже меланина, эомеланина черного и коричневого цвета, тем более смуглая кожа у вашего клиента. Также существуют типы кожи, в которых совершенно нет эомеланина и присутствует только феомеланин. Например, это люди с веснушками. У них вот эти вот веснушки, как раз-таки коричневые пятнышки, это и есть феомеланин красного цвета в составе, большое количество. Также есть люди, в которых эомеланина очень мало в коже содержится, и они очень бледные. Бывают люди, у которых совсем нет эомеланина и практически нет феомеланина, и они просто сгорают на солнце. Это альбиносы, да, так называемые, у которых белая розовая такая кожа, белые ресницы и белые волосы. Вот. И тут мы плавно подошли к делению всех людей на цветотипы, либо фототипы их еще называют. Я использую деление по Фицпатрику. Это очень удобно, очень просто и очень сильно помогает в работе мастерам перманентного макияжа. Всего по Фицпатрику есть 6 фототипов с 1 по 6. Первые фототипы, ну и самый вот первый, второй, они самые светлые, 5, 6 — это самые темные. Следует запомнить сразу мастерам, что первые 3 фототипа — это самые удобные и простые для работы мастера перманентного макияжа. А вот уже те, которые во второй тройке находятся, они уже посложнее. Почему? Потому что там большее количество эомеланина. И, как мы уже понимаем, эомеланин и большое его количество негативно влияет на оттенок пигмента. Чем больше черного и коричневого эомеланина в коже, тем больше искажается цвет в холодную сторону. Точно так же, как и от глубины. Мы переходим к фототипам и сейчас поговорим о том, какой фототип, какие у него особенности. Первый фототип — это кельтский, я его могу вот так увеличить. Мы видим, что это светлые очень девушки, часто это девушки с веснушками рыжие, светло-рыжие, либо альбиносы, совсем с белыми волосами. Для их работы мы используем самые светлые оттенки, и сейчас мы перейдем плавно к пигментам, и я расскажу, какие пигменты. Для работы мы используем самые светлые оттенки из нашей палитры. Это серая гавань и спелая пшеница. Перед употреблением все пигменты обязательно нужно тщательно встряхнуть. Вот, мы взяли краски. Это светло-русый цвет в 2 вариантах. Один более теплый, один более холодный. Какой цвет более теплый? Тот, в котором больше оранжевого. У нас это спелая пшеница. Он для более теплых волос. И второй вариант для более прохладных волос — это серая гавань. Также у нас есть краска веснушка. Она для совсем рыжих девушек. Тоже первого фототипа. Она очень теплая, ее можно смешивать с этими 2 пигментами, которые я вам уже показала. Вот. Вот эти 3 краски, они подходят для первого фототипа. Также я бы рекомендовала для всех девушек с веснушками добавлять либо желтый корректор в веснушку, либо брать в основу серую гавань и смешивать с веснушкой примерно 1 к 1. Тогда будет прям хороший результат. Почему? Потому что, как мы уже разобрали ранее, у всех людей с веснушками присутствует достаточно большое количество красного феомеланина. Что такое красный феомеланин? Это красный пигмент, грубо говоря, в коже. Да? То есть если мы возьмем краску на красной основе для девушек с веснушками, то красный плюс красный получится у нас переизбыток его. И в итоге это все будет выглядеть с фиолетовым оттенком. Поэтому здесь всегда нужно добавлять именно желтый корректор, либо брать пигмент светлый, русый на желтой основе. Вот. Ну, особенностей, в принципе, больше никаких нет, только использование вот именно красок на желтой основе, либо желтый корректор. Дальше второй фототип, он очень легкий для работы. Один из моих любимых — это нордический тип.
Это блондинки все, которые у нас есть. Светлые, теплые блондинки, холодные блондинки с серым оттенком. Для них я рекомендую использовать те же самые краски. Это серая гавань и спелая пшеница. Их можно использовать в чистом виде. То есть для холодной блондинки, у которой волосы прохладные, ближе к серому, можно использовать серую гавань на желтой основе краску. Для теплых блондинок, более таких медных, пшеничных, я бы сказала, можно использовать цвет спелая пшеница. Они сами говорят за себя, даже название. Можно добавлять корректор, если, допустим, вы видите через месяц результат более холодный, чем вам нужен. В таком случае вы добавляете оранжевый корректор уже в краску, то есть на примерно 9 капель краски, 1 каплю корректора. Это 10% примерно. И тогда уже работаете более теплым оттенком. В принципе, больше никаких особенностей у этого фототипа нет. У них светлые волосы, светлые глаза и такая кожа, в которой есть небольшое количество эомеланина, чуть-чуть феомеланина, то есть все в пределах нормы и ничего никуда не зашкаливает. То есть удобный тип для работы. Но при этом и первый, и второй фототипы считаются прохладными, то есть они не считаются теплыми. Следующий фототип, с которым легче всего работать всем мастерам перманентного макияжа, это восточноевропейский. Это фототип, собственно, мой. Примерно, чтобы вы понимали, темные волосы, светлая кожа. Волосы могут быть разного цвета. Это всегда практически светлые глаза, зеленые, там, синие, голубые, серые, всякие вот такие. Могут быть светло-карие, то есть не темные. И цвет волос тоже может сильно отличаться. Это может быть прям черный цвет волос, практически черный, на контрасте со светлой кожей. То есть эомеланина в коже немного, но загорать эти люди уже могут. И также присутствует нужное количество феомеланина желтого и красного. И это делает этот фототип очень простым для работы, потому что все краски заживают практически так же, как и выглядят в свежем варианте, лишь за исключением того, что они немножко светлеют, потому что цвет пигмента не искажается от цвета кожи. Тут как раз мы можем использовать темные оттенки красок, которые у нас есть в палитре. Это жареный каштан и горький шоколад. Горький шоколад — это более нейтральный оттенок, прохладный для темных совсем волос. И жареный каштан — это более теплый оттенок на оранжевой основе для таких волос, как у меня, например. Сейчас я покажу, как они выглядят. Это жареный каштан. Горький шоколад будет немного темнее, и у него более такая желтая основа, как мы уже выяснили. Желтая основа — это прохладная, и горький шоколад. Вот такой фототип, он как раз-таки разрешает нам работать такими красками в том плане, что они не будут искажаться. Что же касается всех остальных фототипов, если мы будем использовать более темные, вот во вторую тройку, такой цвет, как, например, горький шоколад, мы можем получить в итоге серые брови. Почему? Потому что во всех остальных фототипах, которые идут дальше, 4, 5, 6, уже присутствует большее количество черного и коричневого эомеланина, который, собственно, будет искажать ваш оттенок. То есть если мы возьмем фототип 4, средиземноморский, мы уже видим у них темные волосы, смуглую кожу, часто оливкового оттенка, и темные глаза. О чем нам это говорит? В том, что эомеланина там уже больше, чем, допустим, в предыдущем моем фототипе восточноевропейском. И, соответственно, если вы возьмете цвет горький шоколад, то там примерно одинаковое соотношение желтого, красного и черного цвета, для того, чтобы он был максимально темный. Плюс добавьте тот меланин, который содержится в коже, черный, вот в средиземноморском типе. И мы получим переизбыток черного цвета в итоге. Поэтому для таких клиентов нам лучше все-таки брать цвет типа жареного каштана, потому что жареный каштан имеет у нас оранжевую основу, и в нем черного меньше, чем красного и желтого. И поэтому он более безопасный для кожи, в которой идет переизбыток уже эомеланина. И, соответственно, со следующими фототипами все точно так же, только еще более усугубляется. Например, мы берем, как мы выяснили, 4-й фототип средиземноморский, это жареный каштан, да, в чистом виде его еще можно использовать. А вот если мы берем, допустим, 5-й тип, азиатский, и в этом типе, допустим, смуглых клиентов не светлую азиатскую кожу с желтым оттенком, а именно смуглую, темную, коричневую,
то там уже количество эомеланина еще больше. И нам нужно это учитывать, и мы можем брать жареный каштан, например, и в него добавлять еще каплю корректора для того, чтобы цвет был более подходящим. Либо, если это, допустим, кожа с желтым оттенком, то, значит, там есть эомеланин черного цвета плюс феомеланин желтого цвета, и, соответственно, нам нужно взять пигмент на оранжевой, на красной основе. А если у нас кожа более такого теплого оттенка, коричневого, медного, можно сказать, вот красноватая кожа, для таких клиентов нам нужно брать краску на желтой основе. Почему? Потому что у них уже есть много красного феомеланина в составе. И плюс еще эомеланин черный, потому что они смуглые. Соответственно, нам нужно добавить желтый. Мы берем пигмент на желтой основе, либо берем темную краску, допустим, тот же самый жареный каштан, и добавляем в него каплю желтого корректора, уже не оранжевого, а желтого. То есть для желтокожих оранжевый корректор, для краснокожих желтый корректор. Все просто. И мы ни в коем случае не берем для таких клиентов самый темный пигмент, это горький шоколад. Он у нас подходит только для светлокожих клиентов. Не забывайте об этом, потому что там много черного. И двигаемся к самому последнему фототипу. Этот фототип, 6-й, африканский, он практически не подлежит пигментированию. Почему? Потому что в нем уже есть очень большое количество эомеланина черного и коричневого, и он нам просто не даст изменить цвет кожи. Бывают эти фототипы более светлые, бывают более темные. И вот как раз-таки на темных, прям черных, бессмысленно делать брови, потому что цвет пигмента не будет виден. Если вы возьмете темную краску, типа нашего горького шоколада, да, самую темную, или, не дай бог, черную, то у вас черный плюс черный получится такой сизый, серый, медный оттенок на коже визуально. То есть это будет очень холодный цвет, потому что черный на черный дает нам как раз-таки вот такой светлый. Если у вашего клиента все же кожа позволяет сделать татуаж бровей, то есть там не столько черного эомеланина, что будет видно брови, в принципе, то мы берем цвет пигмента, самое главное, не темный, то есть в котором мало черного. Это даже, в принципе, не жареный каштан. Вы можете взять спелую пшеницу, например, то есть русый оттенок, где черного совсем мало, где больше красного и желтого, и поработать таким цветом. Это будет более безопасно. Они будут, все равно эти брови будут видны на этом клиенте, потому что вы вносите дополнительные цвета, но при этом они не станут какими-то холодными. Либо вы можете взять жареный каштан, тот же самый, теплый оттенок, да, коричневый, и в него еще добавить корректор оранжевый, и можно еще желтый добавить. Но самое главное добавлять оранжевый корректор, потому что эта кожа очень-очень холодная. Ну, то есть для работы с ней нужен определенный, скажем так, скилл мастера и опыт в работе. Если у вас его нет, то не нужно брать просто самый темный пигмент и им работать, потому что это чревато потом не очень хорошими последствиями. В принципе, на этом все с фототипами. И с пигментами для бровей мы разобрались. Хотелось бы еще сказать про глаза. Пигменты для глаз, они тоже на таких фототипах будут выглядеть всегда холоднее. Поэтому, если вы будете делать стрелки чернокожей девушки, имейте в виду, что они будут синими. Даже если вы очень поверхностно поработали, они все равно из-за цвета эпидермиса будут искажаться. Поэтому, чем более смуглый клиент, тем большая вероятность того, что черный будет выглядеть на них синим, холодным, серым. То есть, допустим, если брать первый, второй, третий фототип, то черный будет черным. На четвертом он уже может отдавать серостью легкой, на пятом он тоже может уже отдавать серостью, а на шестом он просто будет уже серым, таким вот медным, прям металлическим цветом. Поэтому я бы просто рекомендовала им не делать стрелки, потому что темнокожим девушкам они как бы не нужны, у них и так ресницы яркие, и это просто такая прихоть не очень нужная. Вот, на этом по бровям все. Все, что касается колористики и губ, здесь уже несколько проще, потому что эпидермис на губах у нас очень тонкий, и его цвет практически не влияет на итоговый цвет заживший результата именно перманентного макияжа. Почему? Потому что, как я уже сказала, он тоньше, намного, прям раза в 4 он тоньше, чем эпидермис на коже. Плюс там если, допустим, есть эомеланин темный, то это только вот последний фототип, это, наверное, 5-й, 6-й фототип, где большое количество именно черного эомеланина, который влияет на цвет губ, они становятся более серыми. И вот в таких вот фототипах нужно использовать как раз-таки корректор для губ, такой разбеленный оранжевый. У нас в палитре этот корректор называется «Лосось».
и используется только в том случае, если у клиента действительно вот такие серые губы. В остальном же все цвета нужно подбирать, исходя из того, какой оттенок, во-первых, хочет клиент ваш, ну, то есть насколько яркий. Есть клиенты, которые хотят базовые оттенки, то есть более натуральные, допустим, либо более теплые, либо более прохладные. А есть клиенты, которые хотят более декоративный эффект помады, и тут как раз нужны яркие оттенки. В нашей палитре это 8 цветов для губ. Сейчас я расскажу, какой оттенок для чего предназначен. Мы начнем сейчас с базовых цветов. Что такое базовый цвет в моем понимании? Это тот цвет краски, который максимально подходит под цвет губ. Они бывают у нас 4 базовых цвета, 4. 2 цвета более теплые, 2 цвета более холодные. Обратите внимание, что холодные базовые цвета нельзя использовать на холодные губы, то есть на губы, которые имеют сероватый оттенок из 5-6 фототипа, и также их нельзя использовать на губы холодные, которые синеют при замерзании. То есть человек, когда замерзает, у него губы либо бледнеют, либо синеют. Вот если губы синеют и такой вот имеют холодноватый оттенок, фиолетовый, то такие цвета базовые, вот именно холодные, не надо использовать. Начнем с теплых цветов базовых. Это первый, самый светлый оттенок в палитре — это соленая карамель. Это карамельный, очень светлый оттенок и теплый, он на оранжевой основе. Его можно использовать на все губы, кроме темных. Для темных губ его использовать бесполезно, потому что вы просто не увидите результата. И также цвет «Старый замок». Это версия соленой карамели, более темная. Если посмотреть в растирке, видно, что они очень похожи по оттенку, но разные по именно тональности. Тональность — это большая яркость цвета. То есть вот «Старый замок» у нас более темный по тональности, а соленая карамель более светлая. И как раз-таки вот для блондинок, светлых девушек, можно использовать светлый оттенок, соленую карамель. Для брюнеток, типа меня, можно использовать темный оттенок, потому что их губы зачастую тоже имеют какой-то более яркий цвет, чем у светлокожих девушек. То есть чем темнее цвет кожи, чем больше меланина, тем темнее цвет губ у нас, соответственно. И также точно мы подбираем оттенок. Дальше следующие 2 базы холодные, как раз-таки, которые нельзя использовать на холодные губы. Это пыльная роза и какао-бобы. Я сейчас покажу на растирке. И вы сразу в сравнении поймете, почему они так сильно отличаются. Почему их нельзя. Потому что они прям с холодным ореолом таким розовым. И это пыльная роза была. И вот это какао-бобы. Это реплика пыльной розы более темного цвета. Можно посмотреть, насколько она темнее и холоднее. То есть они, по сути, очень похожи на первые 2 пигмента, но они с холодным оттенком. То есть это теплая база, это холодная база. Все просто. Вы выбираете нужный вам оттенок и работаете именно по свойствам, которые вам нужны в итоге. И также у нас в палитре есть 4 оттенка декоративных, я их называю декоративными. Начнем с холодных. Холодные оттенки также точно нельзя использовать на холодные губы. Первый холодный оттенок — это розовый опал. Это красивый яркий розовый цвет, который такой прям вот насыщенный. Но он прям холодный, его вот прям категорически нельзя использовать. Дальше идет нейтральный цвет. Это малиновая тарталетка. Он идет как нейтральный такой розово-красный. Это красивый цвет, который практически всем подходит, и даже на прохладные слегка губы его можно использовать, потому что он все-таки теплее намного, чем тот же самый розовый опал. Я их вот так здесь положу. И остается еще 2 цвета, это красная клубника и сочный арбуз. Это 2 оттенка красных, один более светлый, один более темный. Их можно на любые губы использовать, они на всех губах будут смотреться хорошо, потому что они теплые. Вот это сочный арбуз, он более яркий. Он прям на слегка оранжевой основе, я бы сказала. И красная клубника. Это более насыщенный красный цвет, но он тоже очень теплый. Что примечательно в ярких цветах? Почему я люблю, допустим, вот я, например, люблю больше декоративные яркие оттенки. Почему? Потому что в них всегда меньше диоксида титана. Чем меньше в губной краске диоксида титана, тем она ярче. И, соответственно, тем меньше ее нужно вносить в кожу для того, чтобы получить яркий результат, оттенок. Если мы возьмем ту же самую, допустим, пыльную розу и сравним ее, например, вот с сочным арбузом по цвету краски,
Вот мы даже невооруженным глазом увидим, что вот здесь в пыльной розе белил, то есть диоксида титана, гораздо больше. А что, чем чреваты краски с диоксидом титана? Они, если вы их много плотно внесете, допустим, сделаете помадный эффект вот такой вот краской, очень плотный, то есть будет много пигментов кожи, через год, через два, когда яркие частицы начнут уходить, диоксид титана из кожи никуда не уходит, он останется в коже, и это будут белесые такие губы, которые будут еще плюс к тому же сохнуть, потому что диоксид титана как раз-таки сушит кожу. Вот, поэтому я даю предпочтение ярким цветам и просто в них еще добавляю разбавитель для того, чтобы они были более светлые, и наношу их акварельно. Такой вариант перманентного макияжа губ всегда будет выходить под ноль через 2 года, потому что он внесен полупрозрачно, так, чтобы светилась кожа, и все. То есть если вы хотите сделать губы ярче, то просто используйте более яркие цвета и наносите их полупрозрачно, и тогда будет все идеально. Я не люблю вообще помадные прокрасы в перманентном макияже, потому что я за натуральность, и поэтому, для меня помадный прокрас, допустим, пыльная роза, это нечто недопустимое, да, в моем понимании, но некоторые так работают. Некоторые любят вот эти плотные такие эффекты матовой помады, я бы сказала. Вот. Он очень вреден, потому что там есть диоксид титана, и он из кожи, как мы знаем, никуда не уходит. Поэтому подумайте, прежде чем делать. В принципе, по губным краскам все. И по нашим пигментам все. Также у нас в линейке есть еще корректоры. Я уже рассказывала, для чего их нужно применять. Для губ тоже у нас существует 2 корректора. Один корректор — это лосось, второй корректор — это красно-оранжевый цвет. Сейчас я покажу, как они выглядят. Итак, чем же отличается корректор лосось от оранжевого корректора и красно-оранжевого корректора? Сейчас у меня здесь оранжевый корректор. Красно-оранжевый имеет чуть больше красного в основе. Эти корректоры без диоксида титана. А корректор лосось, если мы посмотрим на его оттенок, видно, что в него добавлен диоксид титана, он более разбеленный. Для каких случаев он нужен? Этот корректор нужен только лишь для нейтрализации холодных серых губ, таких темных, вот именно в африканском, в азиатском фототипах внешности. То есть когда губы фиолетовые, слегка серые, черно-серые и так далее. То есть мы работаем плотно вот этим корректором, потому что по-другому эти губы никак не осветлить, только диоксидом титана, к сожалению. И потом уже на заживший вариант выбираем оттенок, который нам нужен, но исключаем все холодные цвета, естественно. А вот красно-оранжевый корректор, он нужен как раз для того, чтобы просто подтеплить цвет пигмента. То есть вы берете пигмент любой, допустим, тот же самый какао-бобы. Это холодный оттенок, вот он у нас вот здесь на растирке, если мы посмотрим, темный холодный оттенок. И если мы хотим сделать его более теплым, то есть более применимым для холодных губ, то мы добавляем туда как раз-таки корректор красно-оранжевый, буквально там 1-2 капли, то есть 10-20%. И цвет уже не будет холодным, вы получите красивый оттенок, который будет хорошо выглядеть в итоге на холодных губах, которые при холоде синеют у нас. Вот, собственно, и все, для чего применимы корректоры в татуаже губ. В принципе, на этом все. Выбирайте просто подходящий цвет и делайте такие вот нежные акварельные работы. Тогда все будет у вас хорошо. Ну что, давайте подведем итог. Мы сейчас разобрали, что такое колористика в перманентном макияже, как правильно подобрать пигмент так, чтобы он не искажался с учетом количества меланина в коже, деля клиентов на фототипы. И вот эти вот знания вам помогут именно прогнозировать итоговый цвет через год, через 1,5 и знать, какой пигмент будет уходить. То есть, что органика у нас уходит с поверхности, что минералы опускаются и могут краснеть. То есть теперь вы можете понимать, почему происходят те или иные случаи с вашими работами спустя время. Вот. И самый главный момент, собственно, который вы должны запомнить, это поверхностное внесение пигмента. То есть мы вносим пигмент в зону под эпидермисом, под базальный слой сразу, либо в базальный слой, и тогда все будет прекрасно, тогда он не будет искажаться именно из-за эффекта Тиндаля. Это первый момент. Второй момент, мы используем качественные краски для того, чтобы получились качественные результаты. Ну и, естественно, хорошее оборудование, потому что чем меньше кожа травмируется при внесении пигмента, тем больше его остается в коже, и тем меньшее количество процедур вам необходимо для достижения идеального результата. Поэтому вот эти 3 важных составляющих вы должны запомнить и получать в итоге качественный результат через время.
Все, теперь всем спасибо за просмотр и всем пока.